Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня вашему вниманию я хочу представить свой джемпер, который я решила назвать весенний. И пряжа у данного джемпера по цвету, такой цвет легкий, нежный. Узор подобранный, в преддверии весны связанное изделие. И, конечно, этот джемпер я буду надевать как раз в прохладную весну. Ну и название соответствующее. Джемпер очень простой, базовый, я бы сказала, для повседневной носки. Я специально подбирала такой вот узор, чтобы он был плотный, чтобы можно было надевать впоследствии изделия просто на белье. Значит, здесь у нас боковые разрезы я сделала. По горловине вот такое углубление, рукав 3/4. Связан джемпер отдельными деталями. Здесь вязание очень легкое, простое. И сегодня в этом видео я вам покажу, значит, вот сейчас я вам покажу, как это изделие выглядит на мне. Ну а потом мы с вами перейдем к столу, и кого заинтересует данное изделие, вы свободно сможете его связать. Давайте я вам скажу по изделию. Значит, данное изделие я вязала из пряжи от Пихорки. Вот такая вот пряжа. Это пряжа новинка, как я поняла, данного сезона. Заказывала я у Оксаны Гуляковой. Я взяла 7 моточков. Брала я конкретно для крючка, потому что нитка тонкая. Вот у нее есть немножко такой пружинящий эффект. Значит, нитка тонкая. В одну нить на спицах я бы не взяла связать такое. В 2, да, возможно. Брала я 7 мотков. Ну вот у меня осталось, сейчас я скажу, сколько у меня осталось от 7-го мотка. 30 граммов получается. Вот у меня осталось. И я побоялась, что мне на полноценный рукав не хватит, поэтому я и вязала рукав 3/4. Но для весеннего джемпера я люблю такие с рукавом 3/4. У меня есть несколько таких изделий в арсенале, и я стараюсь, чтобы они у меня, так скажем, пополнялись. Пряжа очень приятная, тактильная, мягкая. В ней на прохладную весну будет очень комфортно. Давайте посмотрим, да, что же это за пряжа. Пряжа «Волшебное детство», 100% мериносовая шерсть, в 50 граммах 220 метров, цвет 411 мята. Ну, это вот рекомендации. Крючка здесь нет, только спицы. Вот ручная стирка, но я всегда изделия стираю вручную. Сразу хочу сказать, что после ВТО пряжа не раскрывается, не разбухает. Такого эффекта эта пряжа не дает. Значит, связан джемпер на 44 российский размер. Вязала крючком я 2,25. По весу данное изделие составляет 292 грамма. И давайте по сантиметрам, что у меня получилось. Длина изделия, оно не длинное, получилось 53 сантиметра. В полуобхвате 39 сантиметров. Пройма 19. Плечо 7,5. Рукав
47. Ширина рукава. Рукав прямой вязала. Ширина рукава в полуобхвате составляет почти 13 сантиметров. Значит, далее, когда я вам буду объяснять, как я показывать, я показываю на основе рукава. Все здесь детали отдельные, и начало вязания, вот принцип начала вязания у всех деталей он одинаковый. Мы делаем свободный наборный ряд столбиками, я показываю видео, как это делается, и вяжем прямо какой-то определенный момент. Поэтому я как бы и вязала, потом уже показывала, как это делается на рукаве. Как вывязывала окат рукава, я показываю. А по деталям спинки переда, ну тут как бы ничего сложного нет. Вяжется вперед прямоугольник и потом вывязываются проймы. Я это все тоже как бы потом вам даю об этом информацию. Вот. Но как бы это не подробный мастер-класс, но как бы здесь сложностей абсолютно никаких нет, потому что изделие оно все-таки такое вот простое и базовое. Вот еще раз покажу вам полотно. Ну, мне очень понравился узор. Он интересно смотрится. Ну, вяжется очень просто. Очень-очень просто. Давайте приступим. И уже я вам покажу, как все тут делается. Будем с вами вязать вот такой вот красивый узор. Вяжется очень просто. Раппорт узора составляет всего 2 ряда в высоту. И он очень хорошо, как бы можно его под любое количество петель, этот узор использовать. Как бы даже и не высчитывая. Итак, я работаю с пряжей от Пихорки. Волшебное детство. Это элитная серия в 50 граммах. По-моему, 213 метров. Ну вот Пихорка всегда заклеивает. Ну, не буду тут. По-моему, 213 метров в 50 граммах. Такая вот пряжа. У меня цвет нежная мята. Очень мягкая, приятная ниточка. Такая вот. И мы с вами начинаем. Набираем эластичным набором. У меня крючок кловер 2,25. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаю накид и в первую петельку вынимаем ниточку, провязываем первую петлю, следующие 2 петли и следующие 2 петли. Накид на крючок, в первую петлю основания завожу крючок, провязываем первую петлю, следующие 2 петли и следующие 2 петли. Накид на крючок, в основание завожу крючок и провязываю первую петлю, следующие 2 петли и следующие 2 петли. Так я набираю столько, сколько мне необходимо, но прибавляйте примерно сантиметра 4, потому что узор впоследствии будет стягивать, поэтому сантиметра 4-5 смело можно прибавлять плюсом. Провязали необходимое количество столбиков. Следующий столбик, следующий ряд провязываем столбиками без накида. 1 петля подъема, поворачиваем вязание и начиная с первой петельки провязываем столбики без накида до конца ряда. Я так делаю всегда. Почему? Потому что первый ряд, вот этот свободный набор, он более свободный, а начиная со второго ряда, если сразу вязать узор, то получается, что он как бы стягивается, и вот эта нижняя часть, она начинает гулять некрасиво. Поэтому лучше связать ряд столбиками без накидов и уже со следующего ряда начинать вязать узор. Так будет гораздо красивее смотреться полотно, более ровно.
Вот, посмотрите. Да? Следующий ряд делаем 3 петли подъема, поворачиваем вязание. Я провяжу здесь для себя столбик с одним накидом, как бы отделю узор, и далее начинается наш с вами узор. 2 накида на крючок, пропускаем 2 петли и в третью провязываем столбик с 2 накидами. Далее накид на крючок, крючок под вот этот столбик заводим, в первую петельку провязываем столбик с одним накидом, накид на крючок, во вторую петельку провязываем столбик с одним накидом, дальше провязываю столбик с одним накидом, пропускаю одну петлю основания, в следующую провязываю столбик с одним накидом, в следующую петлю столбик с одним накидом, 2 накида на крючок, и вот в эту пропущенную петельку провязываю столбик с 2 накидами, дальше столбик с одним накидом. Вот такой у нас раппорт узора получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель. И далее мы повторяем. Я еще разочек покажу. Пропускаю 2 петли, в третью провязываю столбик с 2 накидами. Далее в первую пропущенную петлю столбик с одним накидом. Во вторую петлю столбик с одним накидом. Дальше столбик с одним накидом. Пропускаем петельку, провязываем первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, 2 накида на крючок и в пропущенную петельку провязываю столбик с 2 накидами. Следующую петлю столбик с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. Провязали первый ряд узора, делаю одну петлю подъема, поворачиваю вязание, и второй ряд узора мы провязываем столбиками без накида в каждую предыдущую петлю. Столбик без накида. И все. И далее мы повторяем первый и второй ряд и вяжем на необходимую нам высоту. Значит, рукав я провязываю прямой. Набрала я сразу же, то есть я померила по обхвату своей руки вот в этой вот части, чтобы мне не стягивала. Но набирала с учетом того, что узор в процессе вязания, он все равно как бы сужает полотно. И с этим учетом я набирала больше петель. У меня на рукаве 62 столбика. Когда я связала на необходимую высоту, перед тем, как выполнять окат рукава, я по краям прибавляю столбики, да, чтобы он был правильный. В каждую крайнюю петельку я провязываю 2 столбика. Вот 2 столбика, видите? И когда, то есть это у меня получается первый ряд, делаю я это в лицевых рядах, когда я провязываю просто столбики без накида, я провязываю в каждый столбик. А когда у меня идет узор сам непосредственно с вот этими двойными столбиками, то я в крайние петли провязываю 2 столбика. Вот я сделала первый ряд, второй ряд. Сейчас сделаю еще один ряд, то есть 3 или 4 ряда я сделаю вот эти вот прибавки, примерю, и уже потом буду делать окат. Итак, сейчас мы с вами будем вывязывать окат рукава. Вот эти прибавки. И теперь нужно будет сделать плавное закрытие. Я вам покажу, как я это делаю. Итак, вот у меня, значит, первая часть. Петлю подъема делаем. И теперь соединительными столбиками идем вперед. В каждую петельку заходим и делаем соединительный столбик.
по всем добавленным столбикам до середины вот этого узора. Я прошла соединительными столбиками. Сейчас я сравню. Так, вот у меня как раз узор, и отсюда у меня начинается. Чтобы сделать плавный окат, что я для этого делаю? Чтобы не было никаких зубчиков и переходов. Я пропускаю первый столбик и начинаю вязание со второго столбика. И таким образом, видите, у нас сразу столбик наклоняется вперед. Здесь я вяжу с краю не по узору, а вяжу в каждый столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. Теперь я подошла к узору, и здесь я провязываю по узору до конца рукава, не довязывая. Здесь у меня немножечко другой узор. Здесь нужно будет, значит, сейчас покажу. Поэтому здесь у меня вот этот крайний полузора. И здесь я захватываю, то есть вот где-то вот в этой части. И я не дохожу вот до этой части. Я покажу. Как еще можно, да, то есть вот сейчас я тут распущу последний столбик. Как еще можно? Смотрите, складываете рукав пополам и смотрите, то есть где у нас, и вот сюда этот я пропускаю. Здесь у меня провязанный столбик, этот столбик я пропускаю. И в следующий провязываю столбик с одним накидом. Одна петля подъема. И здесь я не вот в первой, а в следующий вяжу по узору столбики без накида. И так до высоты, по всей высоте оката я так делала. Вот посмотрите, пропускаю. Если вдруг, да, то есть высота, ну, очень много будет, вот эта часть вам мала, значит, нужно делать такие убавки через один ряд. То есть один ряд крайний не провязали, дальше провязываете как положено по лицевой части. Вот этот вот, где у нас столбики с двойным накидом. То тогда у вас будет вот эта высота выше. Я примеряла каждый раз, смотрела, как у меня идут убавки. И когда мне было достаточно, здесь я уже просто все отрезала нитку, закончила. Я как раз вот у меня с этой стороны столбики без накида. Я померила эту пройму по своей пройме изделия. У меня все хорошо получается. Ну, рукав будет 3/4, потому что на длинный рукав мне пряжа не хватит. А мне еще хочется сделать обвязку, потому что я просто начинала со столбиков свободным набором. И я еще хотела здесь манжет провязать, манжету. Вот, поэтому вот таким образом мы вяжем окат рукава. Спинка изделия, то есть смотрите, что рукав, что передняя часть, что спинка, идет вязание одинаково. Мы делаем свободный наборный ряд, и далее мы уже вяжем узором вверх до того места, как нам нужно уходить на пройму. Пройма у меня здесь тоже вывязана, небольшая, но вывязана. Здесь я просто не довязывала столько, сколько мне нужно, а с краю я провязывала 2 столбика вместе. 2 раза провязала, и все. У меня уже готово. Дальше опять же вяжу прямо, значит, до той поры, пока не нужно делать углубление. Углубление у меня небольшое есть на горловину, я всегда его делаю. И здесь с краешку тоже я провязывала 2 столбика вместе, чтобы закруглить. Но потом это все будет обвязываться. В принципе, конструкция очень простая. Мне нравится, как смотрится узор. Вообще
Только ниточка тонкая, а так, конечно, вязать в одно удовольствие. По передней части все то же самое, что и по спинке. Единственное, что я здесь решила сделать вот такой вот вырез. Для этого что я сделала? Я померила по спинке, по горловине, разделила. Вот у меня, смотрите, идет вот этот узор. Влево и вправо вот эти, значит, столбики с двойным накидом. Я не провязываю вот этот вот столбик с одним накидом, вяжу прямо вверх и здесь прямо вверх. Здесь буквально 3 сантиметра. А далее делаю также вот, посмотрите, плавное закругление, провязываю крайние столбики, 2 столбика вместе. Все, выхожу на ту ширину, которая мне необходима. Это все у меня, вся горловина еще будет обвязываться. Ничего сложного здесь нет. Конструкция несложная. Вот такой простой джемпер у меня получился. Простой, базовый. Уже есть обновка в весенний гардероб. Я люблю такие изделия. Простые, они тоже нужны. И получился он очень мягкий, тактильно приятный. В нем будет очень комфортно. И мне понравилась и сама пряжа, но вязать спицами в одну нить я бы не стала ни при каких обстоятельствах, нет. В процессе вязания крючком даже вот эта ниточка, то есть она вот где-то идет такая более пухлая, а потом встречается вот такая, посмотрите, тоненькая. Вот такое тоже есть, посмотрите, вот так вот. Я даже как бы, то есть оно... Бывали такие моменты. Вот как такое вязать на спицах, я не знаю. Хотя кто-то любит, то есть я просто говорю свое мнение. Но сама тактильная пряжа мне понравилась. Деткам я бы рекомендовала на все 100%. Она очень приятная. Никаких после стирок сюрпризов эта пряжа не преподносит. Она не вытягивается. Просто как бы она разровнялась, так скажем, разгладилась. Не... разбухает петельки, то как, например, у кардной пряжи. Нет, такого нет. Но изделие такое тоненькое, очень тактильно, комфортно, приятное. Поэтому я как бы довольна. Мне очень понравился узор. Он так здорово смотрится на изделие. В общем, я как бы своим результатом довольна. Вдохновляйтесь, творите, создавайте. Будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.